Ребята, всем привет! Помните чат GPT? Так вот, он выпустил Music GPT, и теперь это будет в подмогу всем музыкантам. Давайте разберемся с регистрацией и потестим его. Жмем эту кнопку, и тут у нас есть варианты. Либо залогиниться через сервис Google, Apple и остальные, либо же просто написать свой существующий реальный e-mail и создать аккаунт. Это важно, так как вам должен прийти код подтверждения. Конечно, можно использовать сервисы временной почты, но не все они подходят. Далее выбираем какое-то имя, как будет называться наш аккаунт, скипаем и в принципе все. Со старта нам дается 500 кредитов. Этого хватит, чтобы сделать несколько генераций, а точнее штук 5. Но композиций выйдет 10, так как одна генерация это 2 композиции. Заходим в эту вкладку, где нарисован значок скрепки, и давайте запишем вокал. В настройках разрешите использовать микрофон и подключите его. Hey, привет! Мы сегодня тестируем Music GPT. Останавливаем запись и ждем, пока файл сохранится. После этого в строку записываем наш стиль, в котором мы хотим, чтобы происходила генерация этого трека. Кстати, если вы впервые на этом канале и вам нравится подобный музыкальный контент, не забудьте подписаться. Вы найдете обзоры различных VST плагинов, а также есть советы по тому, как подключить iPhone или iPad к MIDI клавиатуре. Ну и конечно же есть остальная полезная инфа, которая связана с мультимедиа. Hey, привет! Мы сегодня тестируем Music GPT. О, вышло неплохо. Hey, привет! Мы сегодня тестируем Music GPT. Hey, привет! Мы сегодня тестируем Music GPT. Заметил, что некоторые моменты, которые касаются автотюна, особенно концовки фраз, как-то не совсем корректно обрабатываются, как будто не в тональности. Возможно, это мелкие недоработки, но опять-таки хотелось бы какой-то инструмент, который более-менее профессионально смог тюнить вокал. Например, как это делает Suno. Но в целом сам бит и вокал, который был подобран, звучит довольно-таки хорошо. Думаю, вы могли заметить, что за одну генерацию списалось 100 кредитов и сгенерировалось 2 трека. Как отключить эту штуку, чтобы именно генерировать один трек и тратить меньше кредитов, я пока не нашел, но возможно где-то в настройках оно и есть, либо это же доступно только в платной Pro версии. Если у вас есть информация по этому поводу, напишите в комментарии. А сейчас давайте послушаем те демо-композиции, которые есть на этом сервисе. Я буду использовать короткие фрагменты, чтобы не прилетело авторское право. Так что, если захотите послушать полную версию, я думаю, вы сможете зайти и самостоятельно это сделать. Довольно интересные аранжировки, но чувствуется легкая зажеванность звука. Возможно, потому что используется низкий битрейт при прослушивании. Давайте еще что-нибудь послушаем. Вау, вот это было круто. Люблю я танцевальную музыку, и все-таки именно в этой категории GPT-шка получает от меня плюс. Конечно, возможно и больше дается хорошо электронная музыка, в отличие от поп-рок, где нужны какие-то электрогитары, крутые синты и что был живяк. Поэтому что-то хочется сгенерировать и в этих стилях. Мы обязательно до этого еще дойдем, а сейчас давайте я вам покажу, как можно загрузить мелодию или аранжировку, которую вы делали, например, какие-то наброски, и хотите, чтобы на основе их GPT сгенерировал полноценный трек.
Как и в предыдущий раз, нам нужно это меню, где нарисован значок скрепки. И тут кликаем «Загрузить файл». Сразу хочу предупредить, что сервис не все поддерживает аудиоформаты, и тут фактически наиболее популярны, так что можете обратить внимание на расширение, которое находится справа внизу. Обязательно дождитесь полной загрузки. Я взял небольшой демо-трек, который состоит из вокала и бита. Моя загруженная демка по длительности где-то менее минуты, поэтому, соответственно, трек выйдет коротким. Но если вы хотите сгенерировать полноценный трек на 2 или 3 минуты, вам нужно будет следовать строго этому таймингу. И, соответственно, придется делать более длинную демку, так как она бы звучала в оригинале на 2 или 3 минуты. Обязательно пропишите стиль, который вы хотите, чтобы присутствовал в композиции. Мне захотелось сделать этот трек в стиле транс, но вы можете выбрать абсолютно любой стиль, который вам нужен. И да, тут также можно вписать свой текст. Но поскольку в моей демке есть уже слова с мотивом, я не буду этого делать. Осталось только нажать кнопку генерации. Давайте подождем и посмотрим, что получилось. При этом у вас пишутся очередные 100 кредитов и сгенерируется 2 варианта. Я буду немного обрезывать видео, чтобы вам долго не ждать. В среднем генерируется музыка примерно где-то около минуты. Но бывают моменты, когда это может доходить и до 5 минут. Честно говоря, сейчас не очень хочется комментировать, давайте послушаем еще одну генерацию. Эх, в общем, тут даже не знаешь, смеяться или плакать, потому что, ну, как-то это получилось весьма и весьма странным. Как будто при генерации он вообще не понял контекст. Конечно, в оригинале я где-то мог не дотянуть или неправильно синтонировать, но мне кажется, что ИИ в данном случае сделал вообще какой-то трэш из вокала. Особенно это заметно на втором варианте. Если я вам покажу, что сделала из этого Суна, вы очень удивитесь. Но это, скорее всего, будет уже следующий обзор. И поверьте, там звучит это не то что сносно, а очень прикольно. Следующая фишка – это то, что вы можете вставить сюда ссылку с YouTube. Система его проанализирует и сделает генерации на основе этой композиции. Заходим на YouTube, копируем ссылку и вставляем его в это окно. Дело в том, что в Suno, например, есть какое-то ограничение по авторскому праву. Но что насчет Music GPT? Сумеет ли он это побороть? Конечно же, в чистом виде авторские треки брать нельзя, потому что все-таки у них есть лицензия и, как вы понимаете, это их собственное творчество. Но для примера или чтобы подобрать похожий стиль, конечно же, нужен какой-то референс. И сейчас мы попробуем сделать небольшой ремикс в каком-то стиле, например, поп. За эту генерацию сервис также спишет 100 кредитов и сгенерирует 2 варианта. It was great. Saw the messed up lights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder to be no
В общем, получилось у нас это сделать, и как видите, никаких ограничений, как в Suno, тут нету по авторским трекам. Но опять-таки по качеству, как это в сравнении с той же Suno. Я скажу так, мне кажется, что все-таки GPT тут немного уступает. К примеру, если взять тот же лид в оригинале, который находится в припеве. Тут как-то все затушевалось и не было момента соло-партии. Ну и также тут заметил немного скомканный или зажатый звук, как будто низкий битрейт. Кстати, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы переходим к следующей вкладке. Тут написано интенсивность напротив нескольких ползунков. Но опять-таки это может быть не совсем корректное слово, а больше подойдет понятие как степень влияния. Похожая штука есть у Suno, то есть оно определяет, насколько и будет влиять на ваш текст и на вашу композицию в целом. Но, к сожалению, эти настройки доступны только в платной Pro версии. Далее расположена кнопка «Инструментальный». Она пригодится, если вы захотите сделать музыкальный трек без слов. Имеется и кнопка «Текст песни». Это нужно для того, если вы хотите, чтобы у вас на выходе была полноценная песня со словами. И вариантов тут два. Либо вы пишете свой собственный текст, который придумали, либо можете сгенерировать его через эту кнопку. И хочу вам сказать, что обычный чат GPT в рифме довольно-таки силен. Я немного удивился, потому что пришлось ждать. И это не было как в обычном чате GPT, что вы ввели какой-то запрос и вам прям сразу быстро выдался текст. Но опять-таки вы можете наблюдать, что примерно за 15 секунд он все-таки его выдает. Видать, ему тоже для творчества нужно немного больше времени, чем на обычные ответы. Посмотрим, что из этого выйдет. Видео я примерно в этом фрагменте ускорил в 5 раз. И, конечно же, тут кажется, прям он очень быстро генерирует. Но в среднем на это уходит примерно пару минут. Morning light on the sill, a little stir, a quiet thrill. Bare feet on the cool wood floor, ready to open up the door. Little spark turning my whole world bright. One small step, one big left, and I already know this is my good day, my good day. I got the shine, got the sway. This is my good day, my good day. Nothing can take that away. Your text. Вот это движ, даже где-то чем-то похоже на Bruno Mars. Может, все звучит не сильно широко в плане панорамы, но опять-таки фирменность вот этого звука ощущается. В целом можно сказать, что у Music GPT хорошо получается именно генерация, когда есть готовый текст, либо какой-то стиль. И он именно прописан в тексте. Но если вы закидываете какие-то аудиофайлы и хотите, чтобы он вам на основе их что-то сгенерировал классное, конечно, тут не стоит ожидать чудес. Думаю, именно в этом его слабое место. Внизу панели есть небольшие подсказки. Если вы кликните на «Создать песню», увидите, какие тут варианты имеются. Ими также разумно пользоваться, если вы хотите определенный стиль, а также определенного певца. И да, вы не ослышались. Например, тут можно сделать трек в стиле Дрейка. Возможно, есть и другие, как Бибер или Билли Айлиш. Имеется также подсказка по созданию звуков. Например, вы можете сгенерировать звуки окружающей среды или каких-то животных. Давайте попробуем это сделать и напишем, что нам нужен звук поезда. Вообще такая возможность очень классная. Например, если вы делаете какой-то фильм или серьезный продакшн. Но опять-таки упирается вопрос в качество. Хотя вроде как звуковые эффекты намного проще делать, чем какую-то сложную аранжировку. Кстати, кредитов у нас снялось всего 15. То есть выходит генерация звука
требует намного меньше кредитов, чем какой-то аудиотрек. Честно говоря, я думал, по времени это будет намного быстрее, чем генерация полноценного трека. Но, увы, в итоге все это длилось больше 5 минут. Я уже там мысленно представлял голливудское качество. Ну а что в итоге получилось, сейчас вы услышите. Что? Не знаю, может это какой-то эффект старинного паровоза, но я об этом же в промпте не писал. Ладно, идем дальше. Следующая подсказка – это произнести текст. И тут вы можете даже выбрать голос Илона Маска, либо же Трампа. В общем, все довольно интересно и, конечно же, хочется это потестить. Я подумал и решил все-таки взять Трампа. Стало интересно, насколько будет реалистична его интонация и сам тембр голоса. Давайте послушаем. Good morning, everyone. В общем, довольно-таки реалистично. И сейчас хочу вам еще один момент показать, где найти все генерации. Так вы можете нажать на значок аватара, и вот они будут тут в правой колонке перед вами, либо вы можете нажать слева значок профиля. И там также откроется вся галерея со всеми вашими треками. А вот для скачивания нажмите на 3 точки и кликните соответствующую кнопку вверху. Что касается генерации сэмплов и лупов, то скорее всего это есть в платной версии, так как я пробовал сделать именно в этой бесплатной версии и ничего не получилось. То есть генерируется сама композиция музыкальная, а не какой-то отдельный луп или ваншот. Задать определенные аккорды, чтобы сервис генерировал по ним, тоже не получилось. Следующая подсказка, которая называется Change Files, предлагает некоторый функционал, но он у вас в бесплатной версии не будет работать. Например, если вы хотите убрать вокал с песни или хотите выделить гитару. Именно как раз в кнопке Tools находится весь тот недоступный функционал, который есть в Pro версии. Давайте вкратце рассмотрим, что тут есть. Sound-генератор. Вы сможете генерировать эффекты и сэмплы. Частично это работает и в бесплатной версии. Например, какие-то эффекты мы смогли сгенерировать, но по качеству вы помните, какие они были. Следующее это Text-to-Speech, то есть превращение текста в голос. На данный момент это работает и в обычной версии. Но, возможно, в платной версии есть расширенный функционал этих голосов. Следующий пункт – ремикс, и в нем частично мы тоже смогли кое-что сделать. Как вы помните, мы сделали трек в другом стиле, но вот добавить свой текст и взять за основу эту аранжировку с этим стилем и сгенерировать что-то свое я, к сожалению, не смог. И похоже, такая возможность есть только в платной версии. Следующее – это Replace, который позволяет менять партии в песне. А вот Extend – это по сути возможность продлить вашу песню. Следующее – это Add Vocals, то есть тут можно добавить вокал в существующую композицию. А вот Add Instrumental позволяет сделать наоборот, то есть добавить инструментал к существующей вокальной партии. Что же касается тарифов, есть 3 на выбор. Первый – это плюс, генерация 1200 песен, безлимитное скачивание, стандартные инструменты, которые доступны в бесплатной версии, то есть генерация песен, инструментала и саунд-эффектов. К этому всему добавляется бесплатная генерация и возможность коммерческого использования. Стоимость пакета $9.99 на год или $11.99 на месяц. Следующий идет пакет Pro. В нем доступно 6000 генераций песен, безлимитное скачивание, а также полностью открытый функционал, который ранее был недоступен. То есть тот дополнительный функционал, который мы рассматривали ранее. Это Remix, Replace, Extend, стемы и остальное. Также доступна быстрая генерация музыки и возможность коммерческого использования. Стоимость составляет $16.99 на год или $21.99 на месяц. Ну и пакет Ультра, который предложит безлимитную генерацию, безлимитное скачивание, разблокировку всех платных функций, а также быструю генерацию и возможность коммерческого использования.
Стоимость составит $49.99 за месяц, либо $32.99 за год. Кстати, друзья, помимо YouTube канала у меня также есть Telegram, где я размещаю посты насчет нейросетей. Так что, если вам эта тема интересна, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Лично мое мнение об этом сервисе, он довольно-таки неплох, но скорее всего это похоже на раннюю модель Suno. Так что, если вы хотите создавать рандомные композиции или песни, этот сервис для вас. Но если вы хотите что-то делать со своим голосом, если он у вас записан в демо, то есть непрофессионально, не уверен, что вы тут получите крутой результат. Ну а если кидаете свои наброски и с вокалом, и с музыкой, то лучше вообще тут этого не делать. Потому что вы слышали, какие результаты получаются. И, конечно же, для этого я бы лучше использовал Suno. Ну а свое мнение вы можете оставить в комментарии. Кстати, если у вас есть друзья-музыканты, которые пользуются такими штуками, скиньте им ссылочку и сделайте репост. Ну а я хочу пожелать вам замечательного дня и до новых встреч. Пока!